Роман Афонькин из Рязани. Человек, который не прошел мимо чужой беды. Роман Афонькин живет в старинном русском городе Рязани. Мастер по дереву, владеющий семейной мастерской по изготовлению деревянных игрушек ручной работы. Это не просто бизнес, а настоящее ремесло, которое передается в его семье из поколения в поколение. Роман с детства знал запах стружки, тепло полированных деревянных поверхностей и тонкости кропотливой ручной работы. Его игрушки — это не ширпотреб, а уютные, теплые, с душой сделанные вещи, которые находят место в детских комнатах по всей стране. Однажды в очередные выходные он отправился в лес, не просто прогуляться, а за материалом. Он часто сам заготавливает древесину, выбирая только ту, что упала естественным путем или подлежит санитарной вырубке. Для него важно не вредить природе. В этот раз все пошло иначе. По лесу метался слабый, еле слышный писк. Сначала он подумал, что это какая-то птица. Но звук повторился. Подойдя ближе, Роман наткнулся на поляну, где в сугробе пищали крошечные щенки. Их было 6, совсем малыши, им было по 2 месяца, а одной, самой крупной, около 4. Кто-то просто привез их в глухую чащу и бросил. На улице было около 7, начинался снег, ветер усиливался. Щенки сбились в кучу, дрожали, пищали, пытались спастись от холода. В тот момент Роман не колебался. Он не стал задаваться вопросами, не стал думать о сложностях, он просто начал действовать. Завернул щенков в старый брезент из багажника, отогрел в машине, а потом привез к себе домой. Времени было мало, малыши замерзали буквально на глазах. Он устроил их на крыльце бани, где всегда тепло и сухо, дал воды, нашел какую-то еду, накормил. Уже вечером он написал пост в соцсетях с фото и описанием истории. Он не просил ни денег, ни помощи. Он просто хотел, чтобы кто-то помог пристроить щенков. Но произошло чудо. Пост моментально разлетелся. Тысячи людей откликнулись, лайкали, писали слова поддержки, делали репосты. Люди начали переводить деньги. Кто 200 рублей, кто 1000. Роман был поражен. Он даже написал второй пост, в котором поблагодарил всех за доброту. Он не собирал сбор, но решил, что раз так, деньги пойдут на корм, медикаменты и, возможно, вольер. Через пару дней к нему приехала съемочная группа местного телеканала. Журналисты захотели снять сюжет. Роман проводил их к тому месту, где нашел щенков. И снова торчала трагедия. В той же самой чаще они нашли еще 4 малышей. Новая партия щенков, таких же испуганных, дрожащих, с мольбой в глазах. Видимо, тот же человек или группа людей снова подкинули бедняк в лес, зная, что там кто-то их может найти. Это был холодный, горький поступок, безжалостный и бесчеловечный. Роман, не раздумывая, забрал и этих щенков. Он понял, что теперь он не просто человек, спасший пару собак. Он стал своего рода символом, ориентиром, точкой опоры в этом несправедливом мире. Он построил во дворе дома утепленный вольер, купил специальные обогреватели, миски, игрушки. Ветеринар, узнав об этой истории, согласился осмотреть всех щенков бесплатно. Выяснилось, что у нескольких проблемы с желудком, у одной воспаление уха. Всех вылечили. Роман начал каждый день выкладывать в соцсети новые фото, видео, делать посты о щенках. У каждого теперь есть имя, характер, история. Один застенчивый, другой весельчак, третий любит спать, свернувшись клубочком у миски. Постепенно нашлись добрые люди, готовые взять малышей. 4 уже забрали. Остальные пока играют в своем общежитии для пушистиков, как в шутку называет его Роман. Сейчас жизнь на участке Романа напоминает маленький приют. Щенки подросли,
набрали вес, стали веселыми и общительными. Они бегают по двору, валяются в сене, гоняются за снежинками и громко лают, когда кто-то приходит. Это не просто животные, это символы доверия, спасенной жизни и доброты. Что касается самого Романа, он продолжает работать в своей мастерской, делать игрушки, принимать заказы. Но теперь у него появилось новое дело. Он хочет зарегистрировать приют, чтобы спасать не только этих щенков, но и других брошенных животных. Многие подписчики уже предложили помощь. Кто-то с юридической стороны, кто-то готов сделать сайт, кто-то помочь с кормами и медикаментами на постоянной основе. Роман подчеркивает, что он не герой. Он просто сделал то, что, по его мнению, обязан был сделать любой человек. Ведь щенки — это дети. Они беззащитны, не умеют просить о помощи, не понимают, почему их бросили. Они просто дрожат от холода, плачут и надеются, что кто-то придет. История Романа Афонькина — это история о человечности. Время, в которое мы живем, полное стресса, агрессии и равнодушия, особенно остро нуждается в таких примерах. Мы так привыкли к плохим новостям, что хорошие становятся настоящим праздником. И если один человек смог спасти 10 щенков, вдохновить тысячи людей, разбудить в них добро, значит, не все потеряно. Если вы читаете эту историю, знайте, что доброта заразительна. Поделитесь ею. Возможно, кто-то из ваших друзей тоже захочет помочь. Или даже возьмет одного из оставшихся щенков. А тем, кто совершил этот ужасный поступок, выбросил малышей в лес, хочется напомнить: жизнь — бумеранг. Все возвращается. И зло, и добро. Но у Романа все впереди. И, возможно, в будущем его мастерская будет не только местом, где рождаются игрушки, но и уголком, где каждый бездомный пес найдет тепло, заботу и шанс на новую жизнь. Дорогие зрители, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. До новых встреч!